самом начале мы видим мексиканца по имени Мемо Круз, который работает в высокотехнологичной компании в качестве дилера сна. Здесь рабочие подключаются к сети с помощью подвесных кабелей, которые подключаются к рукам и спине. Это позволяет им контролировать виртуально подключенных роботов, которые размещаются на рабочей площадке за пределами границ. Эта передовая технология позволяет людям работать в любой стране без физического присутствия в этом месте. Торговцев сном называют так, потому что они могут отключиться, если будут работать долго. Фильм затем возвращается в прошлое, когда Мемо вспоминает свой дом в Санта-Ана-дель-Рио, Оахака, Мексика. Мы видим Мемо, который живет со своей семьей в усадьбе, расположенной посреди обширного пейзажа. Когда-то в этом районе протекала река, но частная компания по водоснабжению Дель-Рио построила плотину вверх по течению, оставив всю территорию сухой. Как в результате жители Санта-Аны должны платить деньги за вход на объект, где можно набрать воду. За объектом следят камеры видеонаблюдения, вооруженные автоматами, поэтому проникновение и любой другой путь невозможен. Кроме того, отец Мемо хочет, чтобы он участвовал в выращивании урожая на их территории, но его настоящая страсть – электроника и хакерство. В свободное время Мемо возится с выброшенными радиодеталями и работает над собственным творением. В настоящее время, кажется, он работает над созданием электронной антенны, которая может подключаться к другим коммуникациям. По мере того, как он продолжает работать над ним, его радиус действия увеличивается до далеких городов, позволяя ему нарушать любые радиосигналы, которые он хочет. Однажды ночью он перехватывает радио штаб-квартиры безопасности Дель-Рио в Сан-Диего, Калифорния, и подслушивает общение между оператором боевого дрона Руди Рамиресом и его соотечественниками. Но в это время его сигнал неожиданно обнаруживается, и они начинают отслеживать его местонахождение. Из-за страха Мемо поспешно отключает сигнал, прежде чем можно будет определить его точное местонахождение. На следующий день отец поручает ему доставить продовольственные культуры дяде, проживающему в другой части села. Затем Мемо едет автостопом к своему дяде. Он обнаруживает, что тот смотрит новости о миссии штаб-квартиры безопасности Дель-Рио по нейтрализованию террориста с помощью своего военного летательного аппарата с дистанционным управлением. На этом в прямом эфире Руди сообщает зрителям, что недавно они обнаружили устройство перехвата. Это та самая антенна, которую Мемо сделал на крыше своей хижины. Понимая, что его дом – цель Мемо, и его дядя поспешно бегут обратно в хижину, чтобы спасти своего отца. Однако они опаздывают, поскольку летательный аппарат запускает ракету, взрывающую весь их дом. Когда отец Мемо выползает в раненом состоянии, начальник Руди подтверждает, что он известный акватеррорист. В результате он запускает в старика еще одну ракету, в результате чего он умирает. Мемо шокирован инцидентом и оплакивает потерю своего отца. Преодолев чувство вины, он решает поехать в город в поисках работы. Уже на следующий день он собирает свои вещи и едет на автобусе в город Тихуана. По дороге писатель-фрилансер Лус Мартинес садится в тот же автобус и садится рядом с ним. Мемо замечает, что у нее есть узлы на ее запястьях для взаимодействия с цифровой сетью. Когда он спрашивает, где их взять, она отвечает, что он может найти кого-то по имени Койотик. Она также говорит ему о конкретном черном рынке в городе, где он может установить это по более низким ценам. Вечером того же дня Лус возвращается домой, и ее встречает и помощник, который сообщает ей о ее новом сообщении. Открыв файл, она находит видеообращение от своего ростовщика, который заставляет ее вернуть деньги в ближайшее время. Он также угрожает ворваться к ней домой и конфисковать все ее имущество, если она не подчинится. Здесь мы узнаем, что Лус зарабатывает на жизнь, загружая свои воспоминания в онлайн-торговую компанию TrueNote, где зрители платят за контент. Однако она не способна доставить много интересного, что является причиной того, что она в долгах. Спустя некоторое время размышлений она решает загрузить свои более ранние воспоминания о встрече с Мемо в автобусе. Тем временем Мемо отправляется в переулок в Тихуане в поисках Койотика. Оказывается, узел позволяет человеку выходить в интернет и предоставляет экономические возможности. Бродя по местности, к нему подходит случайный парень и предлагает установить узлы за очень дешевую цену. Когда Мемо соглашается, он ведет его в заброшенное место. В результате парень сбивает Мемо с ног жезлом и забирает все его деньги. Спустя некоторое время он приходит в сознание и отправляется на поиски места, где можно остановиться. В конце концов он находит заброшенную хижину на окраине города и решает переночевать там. На следующее утро Лус просыпается и обнаруживает, что ее история о Мемо была куплена. Более того, покупатель предлагает ей щедрую сумму за еще одну историю о нем, на этот раз гораздо более содержательную. В результате Лус отправляется на поиски Мемо и в конце концов находит его сидящим в переулке. Она спрашивает, нашел ли он Койотика, и он рассказывает о своей неудачной встрече. Пытаясь узнать о нем больше, Лус предлагает ему помочь и ведет в бар.
По прибытии она готовится установить на него узлы, показывая себя одним из койотиков. Мема задается вопросом, откуда она обо всем этом знает, на что она отвечает, что узнала об этом от бывшего парня. Готовясь к установке, она предупреждает его о потенциальном риске. Существует возможность поступления электричества в его тело через эти узлы в случае вируса или короткого замыкания. Как только его тело будет подключено к машине, он сможет ею управлять, но есть также шанс для машины контролировать его. После подготовки оборудования Мема снимает рубашку, из-за чего Луз на мгновение отвлекается. Следуя этому, у Мема наконец-то установлены узлы, и он готов работать торговцем сном. На следующий день он посещает сетевую фабрику, где обнаруживает множество людей, кто занимается виртуальной работой. Затем Мема нанимают на строительную работу в Сан-Диего, выделив место для этой работы в виртуальной реальности. Как только он подключит кабели к своим узлам, он оказывается на стройке со своим роботом, расположенным в одном из самых высоких зданий. Первые несколько мгновений он бесится из-за высоты, но ему как-то удается успокоиться и приступить к работе. После целого рабочего дня Мема идет на встречу с Луз в ресторане и выражает свою благодарность за помощь ему. Когда они начинают разговор, Луз пытается получить больше информации о его происхождении. Он говорит ей, что приехал в Тихуану зарабатывать деньги, ссылаясь на свои финансовые проблемы семьи. Он также рассказывает, как он ест на центральном рынке каждое воскресенье вечером, поскольку это напоминает ему о доме. Но когда Луз спрашивает о его отце, он отказывается об этом говорить. Проходят дни, и Мема посвящает себя тяжелой работе на фабрике, зарабатывая хорошие деньги. Он также отправляет часть своего заработка обратно своей семье, делая их счастливыми и постепенно избавляя их от финансового бремени. Тем не менее, есть последствия, его энергия медленно истощается узлами. С другой стороны, Луз пытается загрузить больше воспоминаний о Мема, но ее покупатели жалуются, что она не получает информацию, которую они просили. Вскоре выясняется, что человек, который требует информацию, никто иной, как Руди, у которого были сомнения по поводу операции в Санта-Ане. Помимо всего этого, Мема и Луз начинают проводить большую часть времени вместе, что сближает их. У них возникают чувства друг к другу, в конечном итоге превращая их дружбу в романтические отношения. Однажды ночью они были у Луз и решили поделиться о себе. В результате они соединяют свои узлы, что позволяет им изучать детали друг друга. Этот момент постепенно становится интимным, и в конечном итоге они занимаются любовью. На следующий день Луз, которая теперь знает о Мема, загружает подробности на TrueNote, включая то, как умер его отец. Прочитав эту информацию, Руди наконец-то подтвердил свои сомнения в том, что он убил невиновного человека. В результате его постепенно начинает одолевать чувство вины. В один прекрасный день Мема идет навестить Луз к ней домой, но обнаруживает, что ее нет дома. Когда он собирается уйти, сосед помогает ему открыть дверь квартиры и просит подождать внутри. В это время Мема осматривается и натыкается на компьютер Луз. Он с любопытством заходит в ее учетную запись TrueNote и обнаруживает, что она продала все его воспоминания. Вскоре после этого Луз приходит домой и обнаруживает, что он просматривает загруженные воспоминания. Она пытается объясниться, но Мема, чувствуя себя преданным, уходит. С этого дня он начинает проводить большую часть своего времени на сетевой фабрике. Он работает сверхурочно, не обращая внимания на его ухудшающееся здоровье. Луз пишет ему письмо с извинениями, а также отправляет ему запись ее воспоминаний, но этого все еще недостаточно, чтобы успокоить его гнев. Тем временем Руди больше не может нести бремя вины, поэтому он решает познакомиться с Мема. Он берет несколько дней отпуска и едет по сильно укрепленной американо-мексиканской границе. Он находит Мема на центральном рынке. Он садится рядом с ним и, признается, был оператором дрона, ответственным за убийство его отца. Мема убегает, опасаясь, что Руди пришел, чтобы убить и его. Однако Руди ловит его и объясняет, что он всего лишь следовал приказам того времени. Сейчас он хочет загладить свою вину, помогая ему любыми возможными способами. Затем Мема придумывает план и идет к Луз, прося ее помощи. Позже этой ночью он идет на сетевую фабрику под предлогом работы в ночную смену. После подтвердив, что вокруг никого нет, он открывает дверь Луз и Руди. Затем Луз помогает Руди подключиться к машине, после чего он получает доступ к штаб-квартире безопасности и принимает на себя командование своим дроном. Его начальство замечает это и спрашивает, что происходит, но он пытается отвлечь их. Они приказывают ему остановиться, но он их игнорирует. Узнав, что Руди не подчиняется приказам, служба безопасности отправляет другие вооруженные дроны, чтобы сбить его дрон. Несмотря на эту неудачу, Руди умело уклоняется от нападения и направляется в Санта-Ану. Спустя некоторое время ожесточенных воздушных боев Руди добирается до компании и пробивает дыру в плотине. Став свидетелем этого, Мема вспоминает, как его отец от беспомощности швырял гальку в стену плотины.
После этого события Мема получает новости из своего дома и соседних хозяйств, которые празднуют возвращение воды, даже если это не навсегда. С другой стороны, Руди, который больше не может вернуться в Америку, переезжает в деревню за пределами Тихуаны и начинает работать там продавцом воды. Мема продолжает жить своей жизнью в Тихуане, но он бросает работу с узлами и начинает заниматься сельским хозяйством, как и хотел его отец.